У вас там 28 июля, остался всего лишь 1 месяц насладиться летом, поэтому если вы еще не успели куда-нибудь съездить там на шашлычки, искупаться где-нибудь, то обязательно надо куда-то выбираться, ребята, осталось вообще совсем немного. И к тому же у вас там воскресенье, а это значит, что пришло время рассказывать IT-новости. Это Hey News, меня зовут Никита, погнали! Итак, на прошлой неделе у нас случился глобальный сбой CrowdStrike, и я думаю, что все об этом слышали, а кто не слышал, то кратко объясню. CrowdStrike — это компания, которая разрабатывает программное обеспечение по кибербезопасности, и в ходе обновления у них случался сбой, из-за чего большинство зарубежных СМИ у нас не могло выйти в эфир, из-за чего множество у нас аэропортов просто-напросто не работало, и как бы все системы на операционной системе Windows, они ушли в салат, то есть они там ловили синий экран смерти и ничего с этим не могли сделать. И самое забавное в тот момент было то, что Microsoft присылала инструкции, как это исправить, где одна из инструкций звучала как, перезагрузитесь 15 раз. И это реально иногда помогало. Так вот, первая новость у нас заключается в том, что компания CrowdStrike разослала пострадавшим от сбоя клиентам сломанные купоны на $10. То есть, представляете, после глобального сбоя, когда просто-напросто не работали СМИ, когда аэропорты не работали, просто потеряли огромную кучу денег, выходит гендиректор, предоставляет всем купоны на $10 в Uber Eats и присылает следующее сообщение. Мы выражаем нашу сердечную благодарность и приносим извинения за неудобства, и чтобы выразить нашу благодарность, мы оплачиваем вашу следующую чашечку кофе или поздний перекус. Такое сообщение пришло от гендиректора, но самое забавное заключается в другом. Все купоны вот эти вот на $10, которые пришли в Uber Eats, они были исключительно только для клиентов, которые были в США или в Великобритании, и при этом все эти купоны, которые были присланы, они еще и оказались нерабочие. То есть неизвестна вообще основная причина, почему Uber не воспринял эти купоны. Как бы предполагают, что это из-за того, что Uber посчитал их мошенническими. Естественно, у нас люди восприняли это очень сильно негативно, то есть они могли улететь домой, они не могли там посмотреть новости. И вот люди на Reddit начали писать, что во-первых, ребят, вы там скидываете мало того, что $10, так еще и как бы нерабочие. Это вообще... Что это такое? Да и вообще, в принципе, ребят, вы бы лучше ничего бы не прислали, чем вот такие вот маленькие купончики на $10. Это вообще просто ужас. Но слава богу, что все восстановилось, слава богу, что все работает, и таких сбоев будет как можно меньше. Стали известны характеристики iPhone 17 Slim, у него будет полностью новый дизайн. В общем-то, у нас еще 16-й iPhone-то не вышел, а тут у нас уже пошли утечки про iPhone 17 Slim. Инсайдеры сообщают, что главной его особенностью будет новый дизайн, не похожий на другие iPhone, и при этом технические характеристики будут на втором плане. При этом мы получили и характеристики iPhone 17 Slim, он получит у нас экран 6,6 дюймов, чип A19 и собственный модем Apple и одну камеру. При этом корпус будет оснащен рамкой из сплава титана и алюминия, и титана там будет меньше, чем на iPhone 15 Pro. При этом инсайдер сообщает, что iPhone 17 Slim не будет заменой iPhone Plus или iPhone Pro, вместо которого он будет продаваться, а это будет как отдельная серия, по которой они будут дальше идти. Ну и естественно, новинка будет представлена только в сентябре 2025 года. Половина покупателей Apple Vision Pro в Китае возвращает шлем обратно в магазин. В общем-то, повторяется история с Apple Vision Pro, которая происходила после первого их старта продаж, который был только в США. Сейчас происходит то же самое в Китае. То есть половина покупателей Apple Vision Pro возвращает шлем обратно в Apple Store в течение 2 недель с момента приобретения. И почему так происходит? Статистику никакую не ведут. Скорее всего, люди просто-напросто не находят применения в реальной жизни этому шлему, потому что у него ценник слишком огромный, а по факту функционал-то не такой и богатый. Ну и в шлеме ты этом не просидишь очень долго, чтобы чем-то заниматься. Как мы и говорили ранее, Apple надо просто придумать, для кого этот шлем предназначен, наделить их вот этими особенными фишками, чтобы в этом было удобно и практично заниматься, и тогда у них все это взлетит. Ну и естественно, им надо решить что-то с ценником, потому что $3500 это слишком дофига, для обычного юзера это будет странно, а для профессионала это непонятно зачем. Мы уже говорили, что разрабатывается некий Apple Vision, который без приставки Pro, который будет дешевле, но при этом у него функционал немножко подрезан, и он будет подсоединен обязательно к iPhone, который все вычисления будет производить, точнее не все, а часть вычислений будет производить за счет телефона или MacBook, то есть еще к MacBook можно будет его подсоединить. Но при этом возвращаюсь к тому, что главное им просто-напросто найти, для кого они разрабатывают продукт, наделить их этими фишками, и у них все будет прекрасно.
В России выросла популярность облачных хранилищ. Специалисты зафиксировали рост спроса на облачные хранилища среди российских пользователей. Популярность таких сервисов в первой половине 2024 года выросла на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом большой спрос вырос именно на российские облака. Потребление трафика ими выросло за год на 32%, а иностранным на 25%. При этом, если смотреть, российские облачные хранилища внутри нашей страны занимают больше половины рынка, что, кстати, прикольно и круто. При этом у нас есть список самых популярных облачных сервисов в России и также рост активности их за год. На пятом месте у нас находится Microsoft OneDrive, и рост активности за год у нее наоборот уменьшился на 32%. На четвертом месте у нас облако Mail.ru, и ее рост активности также замедлился на 17%. На третьем месте у нас Apple iCloud с ростом на 19%. На втором месте Google Drive с ростом на 46%. И на первом месте у нас Яндекс.Диск с ростом на 63%. На самом деле, если судить по себе, то я бы не сказал, что я какой-то ярый пользователь облачных сервисов. Просто на самом деле, допустим, у меня iPhone, он сам выгружает фотки и приложения в iCloud без моего особого спроса. То есть я как бы ничего не нажимал, но память где-то кончается, он, естественно, сам выгружает, я и не против. Как экономия места, просто вот такая штука. То же самое у меня и на винде. У меня вышло обновление, он что-то начал это все загружать в Microsoft OneDrive. Это можно, естественно, выключить, ну, как бы лень, да и как бы какая разница, ничего в этом такого нету. Ну, то есть, если ты там экономишь место, ничего в этом страшного нету. У меня как бы нету каких-то особых файлов на компьютере, за которые я бы там боялся, допустим. Но при этом как-то целенаправленно я пользуюсь этим очень сильно редко, только если нужно передать какой-то огромный файл другому человеку, то только в таком случае я отправляю это через какой-нибудь облачный сервис. А так в основном это все спокойно можно в телеге, там вот это вот, и все спокойно отправляется. В России сделали первый планшет и начали его продавать, а называется он Квадрат. Сколько он стоит и что умеет? Что ж, планшет Квадрат у нас был анонсирован в 2023 году, тогда были открыты предзаказы на него, но сейчас наконец-то он вступил в продажу, его можно спокойно купить, и он спокойно к вам уже приедет. Так давайте поговорим, что же он из себя представляет. Планшет у нас собирается здесь в России, но запчасти, естественно, зарубежные, и я на самом деле не вижу в этом чего-то такого. Да, понятное дело, импортозамещение, все дела, но если так посмотреть, то все компании в мире у нас запчасти заберут со всего мира. И это нормально. Но говоря о характеристиках Квадрата, то мы сразу можем понять, что этот планшет будет бюджетным. У нас экран на 11 дюймов, IPS матрица 2000 на 1200 пикселей, 60 Гц. Основная камера у нас будет на 13 мегапикселей, а фронтальная на 5. 128 гигабайт памяти, аккумулятор на 9000 мАч. При этом процессор заявлен у нас Rockchip RK3588. И как раз таки он является главной загадкой этого планшета. Все, что о нем известно, это лишь о техпроцессе 8 нанометров и ядрах с частотой 2,4 ГГц. Он набирает солидные 650 тысяч баллов на Antutu. Установлен у нас на планшете Quadro OS. Это полноценная операционная система. Ну, как полноценная операционная система? Это по факту перелопаченный Android с вырезанными сервисами Google, вместо которого вставлены, естественно, российские аналоги. То есть у нас там не Google Play, а RuStore. И не YouTube, а RuTube. Но за счет этого как раз-таки, в отличие от Rosa Mobile, о котором мы говорили ранее, Quadro OS позволяет поэтому устанавливать любые Android-приложения, и для этого не надо будет искать какие-либо эмуляторы и прочих костылей, чтобы запустить любое другое приложение. Поэтому с точки зрения пользователя это очень сильно круто, потому что по факту, если есть приложение на Android, то оно обязательно запустится и на Квадрате. Так мы могли похвастаться только нашими российскими приложениями, ну максимум какие-нибудь там зарубежные, которые плотно работают с Россией, тоже что-нибудь свое запустили бы, но большинство разработчиков приложений просто-напросто проигнорировали это устройство. Если говорить про цену, то изначально цена Квадрата у нас была 42 тысячи, она была заявлена на презентации, сейчас же в интернете можно найти ценник примерно за 30 тысяч рублей. Поэтому, как ни крути, у нас в России наконец-то появляются бюджетные неплохие планшеты, при этом русского отечественного производства, что на самом деле круто и прикольно. Как первые шаги, это очень даже неплохо. Ну и надеюсь, что на самом деле мы на этом не остановимся и будем дальше пытаться прыгнуть выше своей головы, чтобы достичь больших высот в техническом плане и как раз таки быть достаточно хорошими конкурентами с большими компаниями, которые производятся во всем мире.
что ж, а на этом сегодняшние новости наши все. Очень надеюсь, что вам понравился данный ролик. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, ставить колокольчик, звать сюда как можно больше друзей, потому что вместе нам будет веселее и прикольнее, и больше это мотивации, чтобы делать еще больше роликов. Не забывайте смотреть шортс, которые выходят каждый вторник, четверг и субботу, потому что там мы рассматриваем также одну маленькую новость, которая до этого в выпуске у нас нигде не выходила. А на этом все. Еще раз спасибо за просмотр. Увидимся через неделю в большом выпуске.